Привет, девчонки! Рада снова видеть вас на своем канале. Сегодня я буду работать с вот такими вот ручками. Для меня это просто джекпот, если можно так сказать, и мастера маникюра со мной, я уверена, что согласятся. Не буду долго вас томить, и давайте приступим к работе. Эта девушка у меня впервые, но мы с ней достаточно давно знакомы. Она знает, что у меня есть канал на YouTube, но я все равно уточнила, не против ли она, если я сниму видео для своего канала. Мы определили два самых коротких ногтя и убираем длину под них. Делаем форму овал для того, чтобы девушке было удобно и комфортно ходить, потому что покрытие, как я уже говорила, не делалось давно, и нужно все-таки к нему немножко привыкнуть, а квадраты чаще всего цепляют. Но я думаю, что через 3-4 недели мы уже сможем вывести форму в мягкий квадрат. И сразу пилочкой прохожусь сверху по ногтевой пластине для того, чтобы приподнять чешуйки. Дальше переходим к кутикуле. На первый взгляд может показаться, что кутикула очень толстая, мясистая, но на самом деле это не так, она достаточно мягкая и податливая, вы можете видеть, как легко я отодвигаю ее апельсиновой палочкой. Единственное, только в синусах присутствуют склейки, и в этих местах нужно быть предельно осторожным, и пока не отодвинем и полностью не отделим кутикулу от ногтя, лучше не работать фрезой, потому что можно поранить клиента, особенно работая на скорости. Кутикулу, как обычно, я обрабатываю фрезой пламя с красной насечкой. У меня здесь 21 диаметр, и конкретно эту фрезу я заказывала в Китае. Я очень обрадовалась, когда мне этот заказ пришел спустя 2 недели, может даже чуть-чуть меньше. И когда я приступила к работе, то сразу же меня настигло разочарование, потому что спустя 1-2 маникюра эти фрезы просто лысели на кончике и даже частично на щечке. Они очень сильно забивались, а когда я их пыталась почистить с помощью бафика, то они просто в себя забивали еще и бафик, хотя я делала это на достаточно обычных оборотах. Ну, в принципе, как и всегда, я это делаю. То есть фрезы оказались с виду очень классные, но в работе абсолютно никакие, поэтому я буду возвращаться к своему постоянному поставщику фрез Владмива. Они меня, в принципе, целиком и полностью устраивают, немножечко дороже по цене, но я считаю, что лучше переплатить за качество, чем столкнуться с такой ситуацией, как я. Птеригия здесь было достаточно много, и я знаю, что вы тоже любите позалипать на то, как я его ощущаю фрезой, поэтому наслаждайтесь, а если у вас какой-то другой любимый процесс в маникюре, то напишите об этом в комментариях, мне очень интересно почитать. Перехожу к срезу кутикулы. Как я говорила, что она здесь достаточно мясистая, поэтому буду срезать ее в несколько этапов. Сначала срежу видимую часть и потом доработаю ножничками. Но этот палец оказался не такой простой, как может показаться на первый взгляд.
В левом синусе есть большая склейка. У меня не получилось ее ни расклеить апельсиновой палочкой, ни выпилить с первого раза фрезой. Поэтому я решила, что я сначала уберу всю видимую часть кутикулы и потом повторно еще буду обрабатывать ее фрезой пламя. И здесь есть кусочек видео, который я специально для вас замедлила, чтобы вы могли видеть, как отлетает из-под фрезы этот кусочек кожи, который создал столько неприятных ощущений. Вот сейчас вы можете его наблюдать. А вот и этот кусочек кожи. Выглядит совсем маленьким, а создал столько проблем и неприятных ощущений. С маникюром я закончила, теперь перехожу к покрытию. Я обезжирила ногтевую пластину, сейчас прохожусь по ней nail препом и бескислотным праймером, для того, чтобы была как можно лучше сцепка с искусственным материалом. Теперь перехожу к базе. Это база от Gel Shop. Я уже рассказывала о ней в предыдущем видео. Она подходит практически всем моим клиентам, не печет в лампе, отлично выравнивается, и носкость у нее тоже достаточно хорошая. Важный момент при работе с короткими ногтями — это то, что здесь не нужно делать какое-то супер выравнивание. Просто тонким слоем сначала промазали ногтевую пластину и выровняли маленькой капелькой всю поверхность ногтя, потому что если вы с этим переусердствуете, то ваши ногти станут похожи на кнопки от баяна. В этой работе я столкнулась с еще одним достаточно распространенным стереотипом, что на коротких ногтях какой-то цвет может смотреться не очень красиво. Девочки, на коротких ногтях смотрится все абсолютно прекрасно. Единственное, что может вам не подойти, это оттенок гель-лака к оттенку вашей кожи. Тут, конечно же, нужно подбирать, но это больше касается каких-то нюдовых цветов, либо розовых, когда гель-лак очень розовый с белым подтоном, а кожа у вас достаточно смуглая. Тогда возможно, что ногти могут выглядеть как будто бы грязные. Во всем остальном на короткие ногти подходит абсолютно все. Не переживайте по этому поводу. И вообще, если вам нравится цвет, то просто берите его и красьте. И не думайте о том, что скажут, либо подумают другие. А я тем временем уже заканчиваю наносить второй слой гель-лака. И, как обычно, буду помогать себе тоненькой кисточкой распределять гель-лак ближе к кутикуле и боковым валикам. На безымянных пальчиках мы решили сделать дизайн с темпингом. У нас там по 2 золотых веточки. Изначально мы делали перышки, потом мы делали другие веточки, сначала желтым цветом, но я знала, что золотой будет смотреться лучше всего, но так как клиентка никогда еще не делала этот дизайн, ей нужно было просто показать, и чтобы она сама убедилась, что золотой цвет на коричневом действительно выглядит хорошо. Ну, просто это я как мастер уже знаю все эти штучки, а клиент, когда слышит золото на ногтях, у него, откровенно говоря, какой-то стресс наступает. Ну и в конце, естественно, я перекрываю все ногти топовым покрытием. Топ у меня тоже от Gel Shop. Просто прекрасный топ, отлично блестит, не царапается со временем, очень довольна их продуктами. Итак, давайте вспомним, как выглядели наши ручки до маникюра, и посмотрим, что же получилось у нас в итоге. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч!